Всем привет, пацанчики! Именно так приветствует нас в водительском чате Дима из Нью-Джерси. Ему большой привет. Новая неделя началась у нас, и сейчас мы едем. Это просто класс. Еду я, подъезжаю от дома. Мне диспетчер взял 3 машины. 2 из них в Нэшвилл, Теннесси, а 3 на Миссури опять. Миссури. Я так понимаю, на Джек Купер. Вот. Но прежде чем поехать за машинами, мне надо заехать в банк, положить денежку на депозит. И после этого хочу еще заехать в Russian Market, чтобы купить семечку. И еще кое-куда надо заехать. Вот, потом за прицепом. Прицеп забираю и за машинами. За машинами. И поехали в путь-дорогу дальнюю. До Нэшвилла ехать отсюда 13 часов. Из Майами, наверное, будет все 14. Поэтому чем раньше выйдем, тем раньше приедем. Вот такие вот дела, ребятки, ребятулечки. Хотите знать, как я соскучился по траку? Я отдыхал всего 1 день, даже сутки, не больше. Так вот, как я соскучился по траку? Вообще никак. Вообще нисколько не соскучился ни по траку, ни по этой работе, ни по машинам, которые надо забирать. Вообще ни почему. Вот, но, как говорится, пока нужно стиснуть зубы и терпеть. Нужно стиснуть зубы, дотерпеть, и потом все будет у нас хорошо. Когда потом? Очень скоро. Я на это надеюсь. И верю в это. Такие вот дела, ребятки. Ладно, едем в банк. Чейз ждет меня. Айгон Спенглер ожидает в машине. Жди меня, и я вернусь, мой друг. Следующая наша остановка — это, друзья мои, Планета Фитнес. Как вы помните, когда я работал на Дронго Гоше, я сделал себе абонемент, но, к сожалению, с работой на Рэмчике не получается заезжать в Планету Фитнес, заниматься, а бабки списывают ежемесячно, то есть по $24, сколько-то там. То есть зачем мне тратить эти деньги, если я туда не заезжаю? Поэтому сейчас еду в ближайший Планету Фитнес и буду расторгать, так сказать, договор. Короче, просто отменять подписку. Хотел отменить подписку в приложении или вообще на сайте. Вообще нифига, короче. Не смог я так и найти, как это сделать. Поэтому придется заехать и вручную лично отменить подписку. Вот. Ну а потом в магазин и за машинами. Вот такой вот план. Очень-очень-очень жалко, что не получается заниматься в Планете Фитнес, заезжать, потому что там хоть и бывают большие парковки, но все равно на такой дурынде, как у меня, с прицепом, это, такое себе. Не везде есть такой подъезд. И, парни как-то заезжают, умудряются, но я не знаю, где они находят время, потому что сколько едешь, и там поспать бы успеть, окей, там отжаться, поприседать, вот. It's окей, как бы было бы время, а тут еще заезжать, заниматься минимум час-полтора, не знаю.
либо это надо такой тайм-менеджмент иметь классный, что мне до него еще расти и расти. Поэтому пока, к сожалению, без планеты фитнес. Без планеты фитнес, как говорится. Вот уже и он скоро. Погодка, кстати, в Майамах, я вам доложу, 90 градусов по Фаренгейту. Это, чтобы вы понимали, 31 градус тепла по Цельсию. Очень жарко и довольно-таки влажно. То есть, многие, кто приезжает в Майами, особенно там с северных штатов или из России, из других стран, неважно, все говорят, что вот в Майами такая погода, климат такой, тяжело, там, тогда сюда. На самом деле нет. Если ты живешь 3 дня, то за 3 дня ты вполне себе привыкаешь, и как бы тело адаптируется и уже не так потеет, как раньше. Вот, поэтому все нормально. Вопрос привычки. Вот такие дела. Сам себя убеждаю, что да, все хорошо. Но на самом деле все хорошо, все нормально, все живы, здоровы. Техника едет, заказы есть, все нормально, все будет хорошо. Где этот планета фитнес уже? И заправочка, я вижу заправочка, но надо заправиться на заправке. Дизель во Флориде вообще самый дорогой, а в районе вот Бока-Ратона, в районе Майами просто пипец. Вот, поэтому ничего не поделаешь, у нас вариантов нет, надо заправиться. А где дизель? Что-то я не вижу дизель. Где дизельная колонка? А, вот. Нет. Понял я. Обычно самая крайняя бывает. А тут что-то не видать. А, вон где дизель, ничего себе. Дизель номер 2 называется. Не знаю почему. Легким движением колес разворачиваемся. Все так немножко смотрят недоумевающе, что тут происходит, а что я сделаю. Сорямба. Что не поделаешь, придется потерпеть. Давайте, проезжайте, ну. Что ж, сколько-то. Неловко, конечно, как неопытный водитель себя веду, но что поделаешь. Такова, как говорится, селяви. Все, заправляемся быстренько. Это оказалось непросто. Ты не можешь просто прийти в любой фитнес-клуб Планета Фитнес и отменить свой membership. Тебе нужно приехать в какой-то конкретный. Вот, отправили меня, короче. Тут, ну, недалеко, благо. 5 миль всего. Ладно, заедем, доделаем дело до конца, потому что, ну,
негоже так оставлять недоделанным. Лишние движения, конечно, но ничего не поделаешь. Ладно, едем. Смотрите, какой большой Макдональдс. Ну, вывеска имеется в виду. Кстати, набирает людей на работу от $13 в час. Это очень мало. Но я так понимаю, что это какая-то совсем низовая позиция. Все, закрыл карточку Планета Фитнес. Причем буквально пришел, показал им там QR-код. И все, сказали, ну, окей, до 16 июля ты можешь пользоваться. А 16 июля все, твой Гельштадт будет закрыт. Почему я сказал слово Гельштадт, я понять не имею. Что это такое, вообще не знаю. Вот, ну, в общем, все, сейчас еду в русский магазин, покупаю семечки и валю за машинами, потому что время уже поджимает, время уже около 12, да? Сколько сейчас? 11:29, ехать мне 17 минут, 12, полпервого в час. Ну, короче, надо ускориться. Так, заехал в русский магазин, купил семечек, 3 пакета, где-то на 3 недели получается. Плюс взял салатик оливье, плюс взял селедку под шубой, плюс взял куриный шашлык, целую эту штуку, как она называется, целый шампур, плюс взял пюрешечку и больше ничего не взял. Но тут насмешливый читатель, быть может, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты? Но это, в общем, из другой оперы. Так вот, может быть, кто-то спросит, ты же только что из дома. Почему твоя любимая жена не приготовила тебе еду с собой? Дело в том, что я не собирался приезжать домой. И это, в общем-то, получилось спонтанно. То есть для того, чтобы приготовить мне то, что мне нужно, ей надо было съездить в магазин, купить там продукты и приготовить, в общем-то, целый день на это потратить. Вот. Но так как я приехал всего на 1 день, причем совершенно неожиданно, то было принято решение ничего не покупать, ничего не готовить. И, в общем-то, лучше провести время вместе, свободно, как говорится, вот. Поэтому ничего и не приготовили. Ну, это не беда, ничего страшного. Я не так давно закупился в Walmart, у меня полный холодильник еды, так что мне лишняя еда не нужна. Все равно она может пропасть, а это не дело. Вот, поэтому сейчас еду за прицепом и надо ехать уже забирать машины, потому что время неумолимо бежит вперед и догнать его очень сложно. Вот такие дела, ребятки. Ничего, мы справимся. Все, забираем прицеп. Елки-палки, не знаю, не видно вам или нет. Вон там вдалеке летит самолет. Сейчас вот там полетит. И заправщик, видите, и заправляет большой самолет. И за ним еще один летит. Тоже заправщик, видите, с жалом. Ничего себе. Какие-то учения, видимо, проходят. Интересно. Прикольно. Никогда такого не видел. Только, ну, где-то там, в Ютубе, наверное. Вот такие дела. Вот она, парковочка, которая лишает меня свободы передвижения. Здесь стоит трейлер. Надо позвонить в звоночек. Дверка откроется, и я заеду. Я надеюсь на это. Ой, как неохота собирать трейлер. Что не поделаешь. А вас ляви. Что-то там братишка мой встал в раскоряку. Но он мне не загораживает, в принципе, у меня нормально. Серега! Или как ты там? Давай, открывай дверь. Добрый день. Я буду выезжать через те ворота. Вот через эти выезжать. Ну, Алексей говорит, лучше через те. Ну, я там поехал цепляться и у вас. А вы оплачены все? Да. Все равно я оплатил. Наличкой. Мне? Да. Воду еще дал потом. Да? Вот. Ну да, помню, вода. Вот так вот, как важно давать воду. Человек забыл, что я ему давал наличку. Вот, а потом меня попросил воды, я ему дал воды. И вот благодаря этому он вспомнил.
Ничего себе. Так, смотрите, сколько приехало народу. Вчера столько не было. Да, не было вчера столько. Все приехали. Так, а что тут парни встали? Тачки поставили, пригородили. Интересно, мужик там ковыряется. Потому что это не мой вообще. Чуть не забрал чужой трейлер. Бывает. Ладно, мой вот он здесь. Так как эта операция довольно-таки грязнущая, я воспользуюсь перчатками. Очень многих перекрестках в Америке ходят вот такие вот персонажи с табличками «Помогите», «Дайте денег», да и т.п. Эти люди могут спокойно работать, их могут взять на работу в Walmart, на заправку, куда угодно, они могут получать какие-то деньги, но они этого делать не хотят. Зачем? Когда есть вот такой способ заработка, и люди дают. Кто дает $10, кто $1, кто-то несколько центов, ну, кто 20-очку даст. И в итоге получается очень даже неплохо, скажем так. Вот, то есть, ну, я почему-то говорю, потому что я видел, как люди дают вот таким прямо нормальные деньги. Поэтому вот так вот кто-то работает, а кто-то собирает подати. Первый автомобиль Chevrolet Colorado мы забираем из какой-то дилерской непонятной. Короче, я уже с ними созвонился, они попросили прислать им Gate Pass. Я ему прислал. И сейчас надо как-то забрать, где-то припарковаться, чтобы загрузить это говно. Чувак, ты там встал, просто пипец вообще. Пойду попрошу его, чтобы отъехал. Мудила. Какая-то тёлка баклажаниха. Ужас, ужас, ужас. Я ей сказал, что подъехал немножко, потому что мне надо загрузиться вообще. Вот. Так что все, пошел грузить тачку на прокачку. Смотрите, какая необычная тачка. Прикольная. Вся такая позитивная, мирная. Чувак, у тебя классная тачка. У него тут изумрудики какие-то и эти. Вообще огонь, просто огонь. А на панели у него, смотрите, какие-то кони, птицы, в общем. Классно, классно. И диски даже. О, офигеть. Даже диски у него сделаны. Я тем временем загрузил 2 машины. Еду за 3-й. И флаги Кубы свободной. Куба Либра. Вот. На машине, естественно. Конечно, еду за 3-й машиной в Норт Лоттердейл. Это чуть севернее, чем Форт Лоттердейл, я так понимаю. В общем, вот. Ладно, едем небезопасно. Все, загрузил все 3 тачки. Джип Wrangler, какой-то коротыш вообще, двухдверный, маленький такой. Нелепая машинка такая, ну, прикольная, козлик такой. Сейчас доеду до какой-нибудь тракстопчика и на заправку заеду, покажу, что там загрузили мне такое. Пока стоял в пробке, похавал селедку под шубой. Так вкусно. Вообще, так соскучился я по такой еде. Что-то мы как-то селедку под шубой не делали давно-давно уже. А тут смотрю, есть. Ну, думаю, что ж не взять. И взял. Вот, так что едем
Едем. Ехать мне 14 часов. А это вообще жесть, просто как долго. Но ничего не поделаешь. Придется это расстояние проехать за сегодня, за ночь, чтобы завтра утром быть уже в Нэшвилле. Я так примерно прикинул по весу. У меня где-то, наверное, перевеса все-таки нет больше, чем есть. Поэтому я более-менее спокоен. Но, тем не менее, всякие весовые, конечно, заезжать не досуг. Вот, поэтому будем их, как говорится, немножко включать систему байпас. А вот прошло буквально 5 минут, и тут же сервис Плаза. Ну, я решил заехать, потому что надо проверить давление в колесах. Надеюсь, что тут будет подкачка. Плюс я хочу помыть руки, умыться, потому что очень жарко, просто очень. А грузиться так вообще пипец. Ну и надо доесть салатик. Он мается, бедняжка, мучается. Вот, поэтому вот такие дела. Заезжаем на Плазу. А еще мне надо поставить компьютер, чтобы он мне делал там видосик один. Точнее, не один, а несколько. Интересная Плаза. Ничего себе. Какая-то штука стоит, можно лобовое стекло себе помыть. Нормально. Я на самом деле не знаю, есть тут вообще или нету воздух. Но надеюсь, что есть. Но если нету, то тоже не беда. Моя основная цель — это компьютер поставить. Сходил наконец-то, умылся, помыл руки. И сейчас готов ехать. Но сначала салатик. Пока там сзади вроде никого нет. Никто не пристроился. Сзади машины, я имею в виду. Ну что вы прямо сразу подумали такое? Хоть и Америка, но не все так потеряно здесь. Так что очень вкусный. Селедочка под шубой. Компьютер, видите, делаю наконец-то очередную серию про Дронго Гошу. Дошли руки. Ну, точнее, я уже сделал. Просто просто... Точнее, я уже сделал, но просто сейчас делается, короче, монтируется. Вот такие дела, ребятки. Подкачать колеса не удалось. Шланг какой-то, ну, для легковых машин. Доехал наконец-то до заправки Pilot. Все тут что-то забито, занято. Ну, понятно, первый Pilot после Майамки. Тут все заправляются, короче. Вот. Я сейчас, только был бы здесь еще шланг для заправки воздуха. Шланг от компрессора. Вот, хочется подровнять давление. Еще мне надо деф залить. Короче, дело не в проворот. Так что поэтому давай, мужик, заправляйся и уезжай. Вот. Мне еще надо стекла будет помыть. Спать охота что-то. Доброе утро, друзья. Проснулся, поспал я 4 часа, ну, может, с копейками. Видите, какого коротыша мне дали вести. Джипик. Короче, я на Пайлоте. Так, хорошо я даванул. Прям вообще огонь. Фу, хорошо. Короче, план такой. Сейчас иду. Колесо начало спускать вот это вот. Внутреннее. Заколебали меня эти колеса, честно говоря, вообще. Хочу купить жидкость такую, которая заливается в колеса и предотвращает лик, так называемый. Утечку воздуха. Вот, поэтому надо будет заехать в Walmart и купить
Сейчас пойду умоюсь, заварю себе кашки, почищу зубы, сделаю небольшую зарядку. И в путь дорогу дальнюю. Ехать мне еще до места 3 часа. Такой вот я красивый. Ехать мне еще 3 часа. Все будет классно вообще. Всем доброе утро. И мои мысли, мои скакуны пока не прискакали в мою голову, поэтому я не знаю, что сказать. Все, едем. Точнее, идем. А потом едем. Ну что, друзья, выдвигаемся. Включаем аварийку, заднюю скорость и поехали. Несется, несется. Давай, давай, несись. Сейчас мне надо заехать на колонку. Как здесь говорят, памп. На памп надо заехать. Подкачать колесики на трейлере. У меня, скорее всего, там спущено 100%. Ну, не спущено, а приспущено, скажем так. И после этого мочить, прямо мочить в Нэшвилл. У меня одна машина там хрен знает куда. Вторая машина в Манхейм, Нэшвилл, наш любимый. И из Нэшвилла, Манхейма еще 2 тачки, которые едут в Сент-Луис. И тем самым мы вообще четенько должны приехать. Главное, чтобы костюмчик сидел. Я скушал сейчас кашки. Взял сок. У меня по-прежнему нет воды. Вчера закончилась вода, и надо ее купить. Но я был на одном пайлоте, короче. В ночи уже заезжал, он такой обрыганный, это просто пипец. Там нету не то, что воды, там вообще ничего не было. Поэтому ушел ни с чем, как говорится. Ну а сейчас мне еще надо заправиться, оказывается. Ядрёный батон. Ладно, что там за пробочка у нас, ребятки? Что за пробочка? Что стоим? Почему стоим? Некогда стоять, надо ехать. Давайте в темпе вальса, пожалуйста. Пожалуйста, в темпе вальса. Так, смотрим, где у нас пайлот ближайший. А, пайлот у нас недалеко совсем. Вот там и заправимся. 14 миль. Да, нормально. Еще один пайлот через 38 миль. А еще пайлот. Ну да, придется на нем заправиться, короче. Ладно. Ну что, ребят, ведь вы поедете? Нет. Стоят там, упражняются в заездах, выездах. Где-то звенит сирена. Видите, ребята там упражняются. Кто заезжает, кто выезжает. Кто как едет, непонятно. Кто куда едет, вообще зачем поехали. Ну, вроде едем. Давайте еще, пожалуйста, сделайте так, чтобы на колонке был воздух. Чтобы я мог подкачать колесики. Ужас, ужас. Все стоит, все в пробках. Кошмар. Кошмар. Чего-то я не вижу тут воздушного шланга. Но будем надеяться, что он есть. Кончита, за которым я стоял, куда-то ушел, короче. И все там у него хорошо. Где-то ходит. Поэтому я поехал через весы. И сейчас заедем, короче, на ближайший пайлот. Там заправимся, проверим давление в шинах. И все будет классно. Все, поехали уже с этого пайлота. Too much time, как говорится. На одном месте мы топчемся. Пайлот.
И даже есть воздушный шланг. Сейчас проверим, робит, нет. Пошел процесс. Так, проверяем. 35,5. Елки-палки. 84. 82,9. Чуть-чуть можно подкачать. Долго ли, коротко ли, но пришлось свернуть с основной трассы и поехать тут по такой вот маленькой. Это даже не US-ка, это какая-то country road. Но зато здесь мы едем типа спокойненько, объезжаем всякие станции, которые нам не нужны, и наслаждаемся видами. Это все еще Джорджия, и вот такая вот она красивая. Когда летом все зеленое, это уже, я так понимаю, там маячат горы Теннесси. В общем, очень красиво, мне нравится. Конечно, немножко увеличилось время в пути, но зато спокойненько, тихонечко, безопасненько. Едем дальше. Ох, ребятки, ребятулечки, поспал я. Сколько-то там часов. Сейчас надо быстренько сделать зарядку, отжаться, поприседать и ехать дальше. Ехать мне всего ничего, каких-то 5 часов, но тем не менее их надо проехать. Манхейм, Нэшвилл, все-таки классная штука. Тут можно поспать, остановиться. Никто тебе слова не скажет, никто ничего тебе не подъедет, не постучится. В общем, классно. Мой рекомендацион. Поехали дальше.